Всем привет, друзья! Вы на канале MyScience. С вами Алекс. И сегодня я хочу вам рассказать про 5 причин, при которых получаются ложно-отрицательные результаты полимеразной цепной реакции ПЦР при исследовании ротоглоточных и носоглоточных мазков. В последнее время ПЦР у нас на слуху. И всех интересует, почему этот метод не всегда, или я бы сказал очень даже часто, не выявляет вирусных возбудителей из ротоглоточных и носоглоточных мазков. Что такое ПЦР? Это метод диагностики, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов ДНК или РНК в биологическом материале или пробе. В качестве биологического материала может выступать плазма или сыворотка крови, моча, ликвор, выпоты, бронхоальвеолярный лаваш, мокрота, соскоб со слизистых оболочек и не только. Нас сейчас будет интересовать соскоб со слизистых оболочек. В отличие от иммуноферментного анализа, метод полимеразной цепной реакции выявляет именно возбудителя. ИФА, в свою очередь, выявляет именно антитела к возбудителю. Так какие же могут быть причины, при которых полимеразная цепная реакция будет выдавать ложно-отрицательные результаты? Первая причина – это когда пациент не подготовился к исследованию или не выполнил обязательные условия перед взятием биоматериала. Все вы знаете, что пациент должен обязательно подготовиться к лабораторному исследованию. Во многих источниках указано, что нет в этом необходимости или нет обязательной подготовки. Но на самом деле это не так. Перед тем, как взять мазок из ротоглотки и носоглотки, желательно несколько часов не пить жидкость, не полоскать горло и не чистить зубы. Вторая причина – это неправильное взятие материала. Есть четкие критерии, как необходимо брать биоматериал. При взятии из носоглотки тампон вводят легким вращательным движением по наружной стенке носа на глубину 2-3 см до нижней раковины. Затем тампон слегка опускают к низу, вводят в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, делают вращательное движение и удаляют вдоль наружной стенки носа. При взятии из ротоглотки с сухим тампоном на пластиковой основе вращательными движениями проводят по поверхности миндалин, немных дужек и задней стенки ротоглотки. Это обязательное условие. Аккуратно прижимая язык пациента шпателем. Самое важное в этом, в первом и во втором случае, обязательно должна попасть человеческая ДНК, то есть эпителиальные клетки слизистой оболочки. Третья причина – это качество используемых реагентов. К сожалению, не все реагенты работают должным образом и дают осечки. Негативно на работу реагентов влияют неправильность хранения, то есть несоблюдение температурного режима, неправильная транспортировка, неправильное приготовление реакционных смесей и все, что с этим связано. Не буду сильно углубляться, это отдельная тема для видеоролика. Четвертая причина – это ошибка при пробподготовке. На сегодняшний день ПЦР, то есть полимеразная цепная реакция, остается долгим и трудоемким методом диагностики. ПЦР состоит из разных этапов. Это выделение нуклеиновых кислот, то есть экстракция или выделение ДНК или РНК. В свою очередь, само выделение, то есть сама экстракция, состоит из нескольких этапов. Следующее – это преобразование РНК в ДНК, если это РНКовый вирус и так далее. На этих этапах может произойти ошибка, которая повлияет на результат. То есть результат может быть ложно-отрицательным. И пятая, самая существенная причина, одна из самых важных, это присутствие в носоглотке и ротоглотке большое количество ингибиторов полимеразной цепной реакции, а именно тех веществ, которые препятствуют самой реакции. Ингибиторами могут быть слизь, кровь, лекарственные препараты и, конечно же, ферменты. Друзья, если вам понравился видеоролик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и до новых видео. Ну а пока.